Деревья-убийцы. Слышали вы что-нибудь об этом? Они взрываются, выделяют токсичные соки, могут очень сильно уколоть или даже порезать. Думаю, нужно знать больше о таких растениях, чтобы во время случайной встречи с ними остаться невредимым. Поэтому смотрите это видео до конца и узнайте всю правду о деревьях-убийцах. Приятного просмотра! Манцинелла – самое опасное дерево на Земле, способное убить человека. О нем я сегодня вам и расскажу. Оказывается, что всего лишь находясь под этим деревом во время дождя, вы можете покрыться волдырями. Млечный сок манцинеллы содержит сильные токсины, вызывающие аллергический дерматит. Сжигание дерева также опасно, так как дым, попадая в глаза, может привести к слепоте. Плоды этого растения могут быть смертельно опасными, вызывая тошноту, рвоту, диарею и припадки. Отсюда и название – «маленькое яблоко смерти». Благодаря своим свойствам оно вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самое опасное дерево в мире. Сок растения способен даже прожечь легкую хлопковую одежду. Вам не стоит находиться под этим деревом или даже рядом с ним при любой погоде, так как сок стекает с листьев по каплям дождя и распространяется микрочастицами с ветром. Особенно опасно употребление плодов, похожих на яблоки, так как они содержат наибольшую концентрацию дурманящего токсина. Отделы пищевода и желудка могут быть обожжены ядом изнутри. Все же, несмотря на свою опасность, это дерево нашло полезное применение. Сок растения используется в медицине для изучения злокачественных опухолей. Кроме того, есть отчаянные любители экзотики, ценящие мед с цветков манцинеллы. Но чаще всего это смертельное дерево используется в изготовлении мебели. Перед срубкой дерева лесорубы устраивают костры вокруг него, чтобы осушить его наиболее эффективно. Даже после этого распил производится с осторожностью, поскольку опилки по-прежнему представляют опасность. Готовая мебель из манцинеллы абсолютно безвредна благодаря специальной обработке, которая полностью исключает даже следы ядовитых жидкостей. А еще я узнал о растении гимпи-гимпи. Его также называют жалящее дерево. Оно представляет собой крупный кустарник из семейства крапивных растений. Хотя это растение родственно крапиве и вызывает ожог, впечатления от контакта с ним могут быть очень неприятными. Название «жалящее дерево» возможно дано из-за его способности вызывать неприятные ожоги. Гимпи-гимпи – это стебель высотой 1 или 2 метра с крупными сердцевидными листьями размером 18-20 сантиметров. Плоды этого растения похожи на плоды тутового дерева, но они не являются съедобными. Если вы коснетесь гимпи-гимпи, вас ждет очень неприятный сюрприз. Кожа, соприкасавшаяся с листьями растения, покрывается красными пятнами, которые постепенно превращаются в опухоль. Однако больше всего беспокоит ожог, который вызывает невыносимую боль. Люди, испытавшие действие этого растения, описывают ощущение как смесь ожога от концентрированной кислоты с электрическими разрядами. Боль не только не исчезает со временем, но и нарастает и приобретает новые оттенки. Одни люди страдают от этих ощущений несколько дней, другие – несколько недель или даже месяцев. Обезболивающие средства не всегда помогают. Пострадавшие от гимпи-гимпи рассказывают, что через несколько дней страданий они начинают задумываться о суициде, так как невыносимо страдать от этого жжения. Кроме людей, это растение опасно для лошадей, собак и кошек, которые гибнут от ожогов каждый год. А вот для ученых гимпи-гимпи представляет большой интерес. Изучив его токсин – гимбиетит, они надеются найти средства от ожогов этого растения, а также от ядов других животных и растений с подобным действием. Возможно, гимпи-гимпи поможет создать антидот от яда кубомедус, который каждый год уносит жизни пловцов у побережья Австралии и Новой Гвинеи. Еще одно из растений принадлежит семейству молочаевых и известно как хура взрывающаяся. Это растение завоевало сомнительную славу, хотя оно не в состоянии убить человека, но может вызвать множество проблем. Листья этого растения, известного как динамитное дерево, очень похожи на листья сирени.
Они примерно одного размера и имеют форму сердечка. Однако хура может вырасти до 25 метров в высоту и до 2 метров в обхвате, что отличает ее от обычного молочая, который часто выращивается в домашних условиях. Цветение дерева хура начинается только после достижения высоты в 5 метров, в отличие от большинства других растений, у которых цветение зависит от возраста или сезона. При взгляде на динамитное дерево издалека оно выглядит величественно и живописно, с широкой кроной и насыщенно зелеными листьями. Однако при ближнем рассмотрении становится видно, что ствол и крупные ветви дерева покрыты острыми шипами. Еще одна неудобная особенность хуры – ее проблемные плоды. Они выглядят как небольшие тыквы и представляют опасность не из-за своей способности упасть вам на голову, а потому что они могут взорваться. Когда плоды хуры созревают, они высыхают и затем внезапно лопаются с громким треском, разлетаясь со скоростью до 70 метров в секунду. Такая скорость разлета семян позволяет им распространяться как можно дальше и вырасти в новые растения. И, наконец, еще одна особенность хуры – ее содержание ядовитого сока. Отравление соком хуры сопровождается сильным сердцебиением, слабостью, рвотой, глухотой и нарушением зрения. Симптомы отравления полностью выводят человека из строя на длительное время. Я нашел описание, что в древности тисовое дерево считали древом смерти. Если уснуть под ним, можно было не проснуться. Тис – один из самых долгоживущих организмов на Земле. Некоторые экземпляры живут более 2000 лет. Дерево тис содержит ядовитое вещество, которое может вызвать остановку сердца. Помимо этого, хвоя тиса ядовита и может быть опасна для разных видов животных. Семена тиса особенно опасны, если их предварительно разжевать. Если такое произойдет, то это всегда вызывает летальный исход как для человека, так и для животного. Симптомы отравления тисом включают затруднения при ходьбе, мышечный тремор, судороги, затрудненное дыхание, озноб и сердечную недостаточность. Хотя тис очень высоко ценится мастерами по деревообработке, есть свидетельства о том, что некоторые изготовители луков были отравлены токсинами тиса из-за длительного контакта с древесиной. И не надо путать этот яд с токсином, они имеют большие различия. Необходимо серьезно взвесить все риски перед использованием тиса в ландшафтном дизайне, особенно если в окружении есть дети или домашние животные. Следующая история в моем видео рассказывает о чилибухе, также известной как рвотный орех. Это дерево, которое процветает в тропических и субтропических климатах. Однако его известность обусловлена не только своим внешним видом, но и его семенами, которые содержат в себе ядовитое вещество – стрихнин. Именно это вещество придает семенам горький вкус. Не стоит забывать, что стрихнин оказывает негативное влияние на центральную нервную систему и может вызвать нарушения в ее работе. Высота чилибухи может достигать 5 или даже 15 метров с его искривленным и толстым стволом. Молодые растения часто имеют колючки на стеблях. Интересно отметить, что уже в средние века стрихнин использовался как яд для борьбы с грызунами. Но находчивые студенты-медики XIX века пошли дальше и даже воспользовались этим ядом для того, чтобы бороться с сонливостью. В Англии владельцы пабов решили попробовать обогатить свое пиво и добавляли стрихнин, который давал напитку горький вкус, подобный хмелю, и усиливал опьянение. Однако такой эксперимент привел к множеству случаев отравления, и его пришлось прекратить. Тем не менее, чилибуха обладает определенными свойствами, которые могут быть успешно использованы в медицине для лечения различных заболеваний. Поэтому препараты, основанные на этом растении, применяются только под строгим наблюдением врача. А еще я расскажу вам, что существует поверье, связанное с деревом клещевины. Говорят, что его наличие на дачных участках отпугивает мух и комаров. Однако, несмотря на такую полезность, клещевина является одним из самых опасных растений на Земле. В ее плодах и соке содержится яд рицин, против которого не существует противоядия. Семена клещевины действительно напоминают клеща со всей своей устрашающей внешностью. С
Стебли декоративного растения могут достигать высоты от 2 до 3 метров, а разрезанные листья могут иметь диаметр до полуметра и окрашены в зеленый, красно-бурый или пурпурный цвет в зависимости от сорта. Интересно отметить, что клещевину начали выращивать с древних времен. Ее семена были обнаружены в гробницах египетских фараонов, так как растение широко использовалось для получения касторового масла. Поедание листьев клещевины может вызвать гибель домашнего скота. Куры, которые поедают семена, подвержены риску отравления. Симптомы отравления клещевиной не проявляются моментально, что делает это растение особенно опасным. Человеку может быть сложно связать употребление растения с последующим отравлением. Более того, дети могут случайно забыть о поедании семян. Первые симптомы отравления могут появиться лишь через 1-2 дня. Даже небольшая царапина на коже становится путем в организм, который заканчивается неизбежной смертью. Узнав об этом растении, я был потрясен. Позвольте познакомить вас с Церберой адаламской, название, которое она получила благодаря своему индийскому происхождению, и оно не выбрано случайно. Мы все помним Цербера, стража между мирами живых и мертвых, и название этого растения связано скорее со слюной, которую он вырабатывает. Согласно мифологии, эта слюна является слишком токсичной, и можно себе представить, что она была бы превосходной кислотой, способной уничтожить все живое, если бы сравнить ее с реальным веществом. В семенах Церберы адаламской находится яд, который, попав в организм человека, вызывает сердечную остановку. Яд быстро разлагается, и его практически невозможно обнаружить. Это идеальное природное средство для убийства. Если бы криминалисты научились обнаруживать содержание церберина в организме, количество необъяснимых смертей молодых и здоровых людей могло бы сократиться. Цербера обладает темно-зелеными узкими листьями, приятным запахом жасмина и красивыми белыми цветками с ярко-красной сердцевиной, а также желтым круглым пятнышком внутри. Высота дерева достигает примерно 10 метров, хотя в некоторых случаях растение может быть и меньше, что создает впечатление большого кустарника. Цветы со временем превращаются в плоды, напоминающие манго после созревания. Однако будьте осторожны, Цербера адаламская не предвещает ничего хорошего. Но что же делает это растение таким опасным? Даже если использовать его ветви для разжигания костра, можно получить отравление дымом. Самая высокая концентрация яда содержится в косточке плода, а если съесть листок или сам плод, смерть наступает через 3 или 4 часа после употребления. Яд внутри организма действует без проявления симптомов, что делает обнаружение отравления почти невозможным. Человек, отравленный Церберой адаламской, умирает от остановки сердца. А позже яд быстро растворяется, будто его никогда и не было. Таким образом, даже истинную причину смерти порой нельзя обнаружить. Однако есть существа, которые все же могут питаться Церберой адаламской, а именно ее листьями. Это гусеницы тропических бабочек. Мое следующее видео будет посвящено очередному опасному дереву. В одном из самых отдаленных уголков природы процветает древо со способностью защищать свою влагу от любопытных жаждущих. Оно пропитано смертоносным ядом так глубоко, что даже предметы, изготовленные из его древесины, такие как чашки и тарелки, оказываются опасными для человека. А уж о коварном соке, в который превращается вся влажность, можно и вовсе молчать. Особые виды деревьев, известные как бутылочные, в основном встречаются в Намибии. Они приобретают свою причудливую форму в возрасте от 5 до 8 лет, чтобы улучшить способность задерживать в себе воду. Если вы решаете попробовать ее пить, то заплатите за это непоправимую цену. Вода, собранная из бутылочного дерева, является чрезвычайно ядовитой для человека и животных. Намибийские бутылочные деревья тратят большую часть своей жизненной силы на то, чтобы накопить воду внутри себя, вместо того, чтобы использовать ее на рост зелени. И эта вода настолько токсична, что местные племена бушменов использовали ее для покрытия стрел перед охотой. Это небольшое деревце настолько ядовито, что чаши, вырезанные из его скромной древесины и заполненные водой, использовались для отравления птиц.
Однако те, кто решался съесть эту птицу, всегда надеялись, что яд не будет слишком смертоносным для человека. С помощью острых шипов, покрывающих ветви и выделяющих ядовитый сок, бутылочное дерево бдительно охраняет свою столь трудно добытую влагу, не позволяя ее украсть жаждущим обитателям пустыни. Природа удивительна и загадочна. В ее великолепии скрыт потенциал опасности. Некоторые растения по своему назначению способны убивать. Не все растения имеют целью облегчить и сделать жизнь человека счастливее. В ней обитают природные дети с колючими стеблями, токсичными листьями и соками, содержащими яд. Самых опасных представителей флоры человеку лучше избегать. Для этого необходимо знать, как они выглядят и чем они угрожают. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, если оно было полезным и интересным, и до встречи в следующих видеороликах. Пока!